Филиппины – это страна, которая состоит из 7500 островов. Да, вы не ослышались, и это только те, что посчитали. Некоторые островки такие маленькие, что появляются только во время отлива, а потом снова прячутся под водой. Архипелаг раскинулся между Юго-Восточной Азией и западной частью Тихого океана. Ближайшие соседи – Тайвань на севере, Индонезия и Малайзия на юге. И если смотреть с высоты, то Филиппины – это как ожерелье изумрудных бусин, рассыпанное по океану. Все эти острова делятся на 3 большие группы. Северная – это Лусон, там столица и большинство населения. Центральная – Висайи, там самые популярные курорты и древняя история. И южная – Минданао, земля вулканов, джунглей и совершенно другого ритма жизни. Между ними море, и добраться из одной части в другую можно либо на самолете, либо на пароме. Местные жители летают так часто, что авиаперелеты здесь – это как междугородние автобусы. Климат на Филиппинах тропический. Это значит, что здесь всегда тепло. Даже когда у нас зима, там 30 градусов. Но есть 2 сезона – сухой и влажный. Сухой – с ноября по май. Это время, когда туристы заполняют пляжи. Влажный – с июня по октябрь, и тогда начинается сезон тайфунов. Но дождь здесь не совсем обычный. Он льет стеной, буквально за минуту промокаешь насквозь, а потом может выглянуть солнце, будто ливня и не было. В этой стране живет больше 117 миллионов человек. 14-я по численности страна в мире. И при этом они разговаривают на более чем 170 языках и диалектах. Но как же они понимают друг друга? Очень просто. В школах все учат 2 официальных языка – филиппинский и английский. Да, английский. Филиппины – 5-е по величине англоязычное государство на планете, после Соединенных Штатов, Индии, Пакистана и Нигерии. Даже в самой глухой деревне вам могут ответить на английском, пусть и со своим очень мягким акцентом. Еще здесь любят жестикулировать. Филиппинец может объяснить вам дорогу без слов, одними руками, лоснящимися бровями и широкой улыбкой. Филиппины также являются страной, где подавляющее большинство людей – католики, больше 80%. Это наследие Испании, которая колонизировала архипелаг более 300 лет. Испанский король Филипп II, кстати, подарил стране ее имя. До этого острова просто существовали, а теперь у них появилось название в честь иностранного монарха. И вот уже больше 400 лет они его носят. Колониальный период оставил глубокий след. Филиппинцы получили от испанцев католицизм, фамилии, любовь к праздникам и архитектуру старинных церквей. Потом пришли американцы, и страна стала первым в Азии республиканским государством, хотя и под сильным влиянием Соединенных Штатов. Потом была Вторая мировая война, японская оккупация, освобождение. История здесь как слоеный пирог, где каждый слой оставил свой вкус. Кстати, о флаге. Филиппинский флаг – единственный в мире, который переворачивают для обозначения состояния войны. В мирное время синяя полоса находится сверху. Она символизирует мир, правду и справедливость. Когда страна официально вступает в войну, флаг поднимают вверх ногами, и тогда красная полоса оказывается наверху – цвет патриотизма и доблести. Пока что, слава богу, мы видим его в обычном положении. Филиппины всегда находятся между раем и бездной. Это значит, что с одной стороны раскидистые пальмы, белоснежный песок, вода цвета бирюзы. С другой – разрушенные дома после тайфуна, вулканы, готовые проснуться в любую минуту, и землетрясения, которые здесь случаются чуть ли не каждый месяц. Филиппины живут на грани. И эта грань проходит буквально через все. Через природу, через города, через судьбы людей. Начнем наш путь со столицы – Манилы. Город, в котором по последним данным живет почти 2 миллиона человек, а вся столичная агломерация – метро Манила – насчитывает около 15 миллионов жителей. Это один из самых густонаселенных мегаполисов планеты. По плотности населения среди городов мира Манила занимает 1-е место. Здесь есть все. Гигантские торговые центры, которые по вечерам превращаются в мини-города с ресторанами, кинотеатрами и интернет-кафе. Цены в них в разы ниже, чем в Европе или Америке.
Здесь есть деловой район Макати с его стеклянными небоскребами. Здесь есть старинные церкви времен Испании, например, в районе Интрамурас. Здесь есть набережная Манильского залива на бульваре Рохаса, где вечерами гуляют семьи. Метро Манила, кстати, место, которое никогда не спит. Движение здесь не затихает практически никогда. Но Манила – это и город контрастов. Рядом с блестящими моллами существуют районы, где люди живут в такой плотности, что сложно себе представить. Где-то в 13 километрах от центра находится кладбище, которое стало городом в городе. Там среди могил люди построили дома, открыли магазины, завели детей. Жизнь и смерть здесь буквально соседствуют. И это не потому, что люди не хотят лучшего. Просто город не успевает расти так же быстро, как растет его население. Каждый год в Манилу приезжают тысячи людей с провинции в поисках работы. Они верят, что в столице легче заработать на жизнь. И часто оказываются правы, но цена этого успеха высокая. Ездить по Маниле весело. Главный вид транспорта здесь – джипни. Это такие яркие, раскрашенные вручную мини-автобусы, сделанные из старых американских военных джипов, которые остались еще после Второй мировой войны. Каждый джипни уникален по-своему. На одном может быть изображена Богородица, на другом – герой боевика, на третьем – просто радуга из блесток. Внутри гирлянды, иконы, музыка и ни одного одинакового. Вы никогда не встретите два совершенно одинаковых джипни. Это как отдельное произведение народного искусства, которое еще и возит людей на работу. Есть еще трайсиклы, это мотоцикл с коляской, и банки, маленькие лодочки с двигателем, которые скользят по каналам и заливам. В Маниле без машины можно жить, но без умения договариваться с водителями – никак. Потому что на многих видах транспорта цены не фиксированы, их нужно обсуждать перед каждой поездкой. Покидаем шумную столицу и летим на север, в горы острова Лусон. Там, на высоте более 1500 метров, лежат рисовые террасы Банауэ. Их называют «восьмым чудом света». И это не просто слова. Люди строили эти террасы более 2000 лет назад, до нашей эры по сути. Они вручную, без какой-либо техники, превратили крутые склоны гор в лестницу из рисовых полей, которые уходят прямо к облакам. Общая длина этих террас около 22 тысяч километров, а их общая площадь примерно 10 тысяч квадратных километров. Смотреть на это можно бесконечно. Особенно на рассвете, когда туман стелется между ярусами и кажется, что ты находишься на лестнице, ведущей в небо. Эти террасы до сих пор работают, на них до сих пор сажают рис. Здесь до сих пор живут потомки людей, которые начали это грандиозное строительство еще в те времена, когда в Европе только зарождалась античная цивилизация. Ифугао, так называется народ, который это создал, до сих пор хранит свои традиции. Они верят, что духи предков помогают урожаю и перед посевом совершают особые таинственные ритуалы. Недалеко от Банауэ, в горах Сагады, есть древняя традиция, которая шокирует многих туристов. Местные жители хоронят своих умерших не в землю, а в гробы, которые подвешивают на скалах. Висящие гробы Сагады. Этой традиции тоже уже более 2000 лет. Считается, что чем выше гроб, тем ближе душа к небесам. А еще это защищает покойников от диких животных и наводнений. Смотреть на скалу, усыпанную деревянными саркофагами, странное и тревожное зрелище, но для местных это норма. Это их способ почтить предков. А в лесах вокруг Банауэ живет одно из самых удивительных созданий на Земле – филиппинский долгопят. Это маленький примат размером чуть больше 10 сантиметров, но его глаза такие большие, что он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как животное с самыми большими глазами относительно размера тела. Местные жители считают долгопятов священными. Говорят, что это любимые питомцы духов леса. И если вы вдруг увидите эту пушистую мордашку с фонарями вместо глаз, считайте, что вам повезло. Они очень пугливые, и встретить их в дикой природе – большая редкость. Спускаемся с гор и перелетаем на остров Бахоль. Здесь находится то, ради чего многие приезжают на Филиппины – шоколадные холмы.
Больше 1000 холмов, разбросанных по зеленой равнине, как гигантские трюфели для великана-сладкоежки. Летом, когда трава на них выгорает, они становятся коричневыми, отсюда и название. Зимой они зеленые, но название все равно прижилось. Ученые до сих пор спорят, как появились эти холмы. Одни говорят, это остатки древних вулканов. Другие – это поднявшиеся со дна древнего моря коралловые рифы. А местные жители знают свою версию. По легенде, два великана долгое время бросали камни друг в друга и в землю, а когда они подружились, они забыли убрать за собой этот беспорядок. И вот он лежит до сих пор – 1700 холмов. На Бахоле также водится самое маленькое копытное животное в мире – мышиный олень. Всего 40 сантиметров в холке. Это не олененок, это взрослый олень. Представьте себе собаку размером с таксу, но с копытцами и тонкими ножками. Они очень редкие и очень милые. Их охраняют в специальном заповеднике, потому что в дикой природе они почти вымерли. Теперь перелетаем на остров Сибу. Это уже не просто курорт, это колыбель филиппинской истории. Именно здесь в 16 веке высадился Фернан Магеллан. Именно здесь он впервые встретил местного вождя и попытался обратить его в христианство. И именно здесь, в заливе Мактан, Магеллан погиб в бою с другим вождем – Лапу-Лапу. Сегодня на этом месте стоят два памятника. Один Магеллану, другой – Лапу-Лапу, который считается первым героем филиппинского сопротивления. Ирония в том, что они стоят рядом. На Сибу находится старейший университет Азии – университет Сан-Карлос, основанный испанцами в 1595 году. Он старше Гарварда. Пока в Новом Свете только начинали строить колонии, здесь уже читали лекции по философии и богословию. Сибу славится еще и своим манго. Местные утверждают, что оно самое сладкое в мире. И, надо сказать, у них есть аргументы. Филиппинское манго небольшое, с тонкой кожурой и настолько сочное, что его часто едят вместе с рисом. Да, манго с рисом. Для нас это странно, а для них обычный завтрак. А теперь то, ради чего большинство людей открывает для себя Филиппины. Остров Боракай. 4 километра белоснежного пляжа, вода цвета аквамарина и закаты, которые многие называют лучшими в мире. Каждый вечер туристы садятся на песке, как в театре перед сценой, и просто смотрят, как солнце уходит в море. И каждый вечер спектакль новый. То все небо зальется огнем, то станет сиреневым, то золотым. Природа здесь не повторяется. Но и Боракай знает, что такое бездна. Несколько лет назад президент страны лично назвал этот остров канализацией. Слишком много туристов, слишком много отелей, слишком много мусора. Остров закрыли на полгода для туристов, чтобы природа смогла передышать. Людей выселили, трубы почистили, пляжи отмыли. И когда он снова открылся, правила стали жестче. Бывает, что раю нужен перерыв, иначе рай превращается в его противоположность. Летим дальше, на запад, к острову Палаван. Его называют последним экологическим фронтиром Филиппин. Здесь меньше людей, больше джунглей. И здесь находится одно из новых 7 чудес природы – подземная река Пуэрто-Принсеса. Река длиной 8 километров протекает прямо через гору. Вы садитесь в лодку, берете весло и плывете внутри пещеры. Сталактиты свисают с потолка, сталагмиты торчат из воды, а вокруг абсолютная тишина, нарушаемая только плеском весел. Туристы могут проплыть чуть больше километра. Дальше начинается нехватка кислорода. Но и этого достаточно, чтобы понять: мир устроен гораздо удивительнее, чем нам кажется. На севере острова Палаван находится место с названием Эль-Нидо, где известняковые скалы торчат из воды, как зубы древнего дракона. Из-за высокой прозрачности воды лодка словно парит в воздухе. А еще севернее Корон, где внутри лагуны спрятались озера с пресной водой, в которой можно плавать, как в огромной ванне посреди джунглей. Воды вокруг Палавана – это отдельная вселенная. Здесь находится риф Тубатаха, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно встретить почти все виды кораллов, которые существуют в мире – 488 из 500 известных.
морские черепахи, дюгони, которых еще называют русалками, и сотни видов рыб. Жак-Ив Кусто, знаменитый исследователь океана, говорил, что нигде в мире не видел таких потрясающих морских пейзажей. А в сезон можно поплавать с китовыми акулами, с самыми большими рыбами на планете. Они безобидные, как летающие подводные матрасы, и питаются только планктоном. Но размеры впечатляют – 12 метров в длину. Но давайте не будем расслабляться, хотя и очень хочется, ведь филиппинский архипелаг находится в Тихоокеанском огненном кольце. Здесь около 300 вулканов, и 22 из них действующие. Вулкан Майон на острове Лусон славится тем, что имеет почти идеальную коническую форму. Его часто называют самым красивым вулканом мира. Но эта красота опасна. Он извергается регулярно, последнее время почти каждый год, и каждый раз десятки тысяч людей вынуждены покидать свои дома. А вот вулкан Тааль – это вообще матрешка. Он стоит на острове посреди озера. Внутри этого вулкана еще одно озеро, и внутри того озера еще один остров. Получается, остров в озере, на этом острове вулкан, в вулкане озеро, в озере остров. Смотреть на это можно часами, но стоит помнить, Тааль – один из самых активных вулканов на планете. В 2020 году его извержение выбросило пепел на высоту 15 километров, и столица Манила оказалась покрыта серым пеплом. Люди носили маски, аэропорты закрывались, и все выглядело как фильм «Катастрофа». Извержения также происходили в 2021 и 2022 годах, но филиппинцы привыкли. Они знают, что Тааль может проснуться в любой момент, и все равно строят рядом с ним дома. Потому что земля здесь плодородная, а риск – часть жизни. Есть еще вулкан Пинатубо. До 1991 года о нем почти никто не знал, он спал 500 лет. Но когда он проснулся, это было второе по силе извержение 20 века. В небо ушла куча пепла, его колонна взметнулась на 34 километра, а выброшенные газы временно понизили среднюю температуру на планете на 0,5 градуса по Цельсию. Сегодня кратер Пинатубо наполнен бирюзовым озером. Туристы ездят туда, чтобы увидеть, как бездна превратилась в красоту. Но путь туда непростой, несколько часов на джипе по каменистой реке, потом пешком. И когда вы наконец видите это озеро воочию, то только тогда осознаете всю мощь. Природа может все уничтожить за минуту, а потом десятилетиями лечить раны. А еще здесь есть тайфуны, которые являются неотъемлемой частью жизни филиппинцев. Каждый год с июня по октябрь на архипелаг обрушиваются десятки тропических штормов. Некоторые из них – настоящие монстры, которые сметают дома, смывают дороги, оставляют тысячи людей без крова. В 2013 году тайфун Хайян уничтожил целые города. Скорость ветра достигала 315 км в час. И при этом филиппинцы продолжают здесь жить. Строят заново дома, сажают заново рис, улыбаются, потому что у них нет другого выбора, кроме как принять и полюбить эту землю такой, какая она есть. И здесь, пожалуй, мы достигли того момента, чтобы поговорить о самих людях. Филиппинцы – одни из самых улыбчивых людей на планете. Их улыбка – это не пустая доброжелательность, а скорее способ выживания. Это способ сказать: да, вчера был тайфун, да, у нас нет света, но сегодня новый день, и мы рады его видеть. Они везде поют песни – на работе, в магазине, в джипне, на улице. Есть популярный миф, что караоке изобрели именно здесь, а не в Японии. Якобы филиппинец Роберто дель Росарио придумал систему sing-along в середине 70-х, а японцы лишь дали ей название – караоке, что означает «пустой оркестр». Сегодня на Филиппинах караоке есть в каждом уважающем себя баре, ресторане и даже на автобусных остановках. Филиппинцы обожают праздники. У каждого города, почти у каждой деревни есть свой святой покровитель, и в его честь устраивают фиесту. Это значит, что где-то на архипелаге праздник идет каждый день. Цветочные парады, танцы с бамбуковыми палками, фестивали тунца и кокоса. Религиозные процессии, где люди буквально нанизывают себя на кресты, чтобы почувствовать страдания Христа. И все это не для туристов, это для них самих.
Они искренне любят свои праздники. А еще есть Ати-Атихан – фестиваль, где все красят лица в черный цвет, надевают яркие костюмы и танцуют под барабаны до изнеможения. Это смесь язычества и христианства, и никто уже не помнит, где кончается одно и начинается другое. Точно такой же смесью здесь является и местная кухня. Она впитала в себя все, что когда-либо приплыло к этим берегам. Испанская, китайская, американская, малайская. Главное блюдо на праздник – лечон, зажаренный целиком поросенок. Его готовят на вертеле над углями часами, пока кожа не станет хрустящей, как чипсы. Но повседневная еда проще. Адобо – курица или свинина, тушеная в соевом соусе с уксусом, чесноком и лавровым листом. Это национальное блюдо, и у каждой семьи свой рецепт. Синиганг – кислый суп с тамариндом, который будет аппетит лучше любого кофе. И да, здесь едят дуриан, фрукт с запахом, от которого некоторых тошнит, но вкус которого божественный. На Филиппинах даже поставили памятники дуриану и ананасу, потому что почему бы и нет. А еще есть хало-хало – десерт из толченого льда, фасоли, фруктов, желейных шариков и мороженого. Выглядит как детская мечта, а на вкус – как отпуск. И вот еще один парадокс. Филиппины – одна из беднейших стран Азии по уровню дохода на душу населения, но при этом они кормят мир своим трудом. Большинство моряков на планете – филиппинцы. Огромное количество медсестер в больницах Америки, Великобритании, Саудовской Аравии – филиппинки. Колл-центры крупнейших мировых компаний работают из Манилы и Сибу, потому что филиппинцы говорят на понятном английском, терпеливы, вежливы и умеют улыбаться даже в телефонной трубке. Их называют OFW – Overseas Foreign Workers. Их зарплаты, отправленные домой, держат экономику страны. Это горько-сладкая правда. Чтобы семья жила хорошо, отец или мать должны уехать на другой конец света. А еще здесь есть люди, которых называют хиллерами, то есть целителями. Они проводят операции без скальпеля и наркоза. Голыми руками, как будто проникая сквозь кожу, удаляют то, что, по их словам, вызывает болезнь. Вокруг много споров, наука не признает это. Но люди приезжают сюда со всего мира, потому что когда традиционная медицина бессильна, человек готов верить в чудо. А Филиппины – страна, где чудо кажется возможным. Ах да, есть еще один остров, о котором стоит сказать – Сикихор. Его называют колдовским островом. Там много водопадов, старинных деревьев, и местные жители охотно рассказывают истории о ведьмах и целителях. А на юге, на Минданао, находится самый высокий пик страны – гора Апо. Это спящий вулкан, и на его склонах растут гигантские орхидеи. Минданао – это другой мир по сравнению с туристическими Висаями. Там больше мусульманского населения, там джунгли гуще, а ритм жизни медленнее. Но и там есть свои чудеса. Например, город Давао, который славится не только дурианом, но и орхидеями, и орлами. Филиппинский орел – одна из самых больших и редких хищных птиц в мире. Его крылья достигают 2 метров в размахе, а сам он – исчезающий вид. Его пытаются спасти в питомниках, но в дикой природе его осталось совсем мало. Итак, что же такое Филиппины? Это страна, где на одном и том же острове могут соседствовать небоскребы и деревни на кладбище, где в одно и то же утро может быть яркое солнце и тропический ливень, где люди, потерявшие все из-за тайфуна, на следующий день выходят убирать улицы и петь в караоке. И может быть именно в этом соседстве секрет филиппинской души. Они знают, что рай хрупок, они знают, что бездна близка. И поэтому они ценят каждый момент, каждый закат, каждую песню, каждую улыбку. Они не жалуются и не просят помощи, они берут и помогают друг другу. Они не боятся тьмы, потому что знают, что за ней обязательно будет рассвет. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы ничегошеньки не пропустить. Всего наилучшего и будьте как филиппинцы. Увидимся в новом выпуске.